Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас подготовила вот такие красивые слитки. Вяжутся они совсем легко. Данные слитки я вязала трехцветные. Слитки очень красивые, нарядные, хорошо смотрятся на ножке. Данные слитки я вязала на размер ноги 38. Слитки вяжутся вот с такой детали. Для каждого размера ноги деталь будет иметь свои размеры. Как нам определить, какого размера у нас должна быть деталь? Я сбоку оставлю таблицу, где для каждого размера ноги соответствует своя длина ступни. Для моего размера 38 соответствует длина ступни 24,5 сантиметра. Мы от данных 24,5 сантиметров отнимаем 15% на растяжение. Итого у нас получается 21 сантиметр. Смотрите, после того, как мы с вами сложим нашу деталь, у нас от вот этого нашего кончика до серединки должно получиться 21 сантиметр. У вас это будет ваша величина. У меня получается 21 сантиметр. Как связать такую деталь? Для начала мы наберем с вами 20 петель, и далее в каждом лицевом ряду мы будем прибавлять по 2 петли. И прибавляем до тех пор, пока у нас вот эта диагональ от серединки до вот этого края не получится 21 сантиметр. Ширина моей детали 35 сантиметров. Глубина 12 сантиметров. Вот эти 20 петель у меня составляют 10 сантиметров. После того, как мы связали фиолетовую часть нашу, и у нас от серединки до этого угла получилось 21 сантиметр в моем случае. Далее мы с вами будем делить полотно пополам и вязать вот таких вот 2 треугольничка. Данные слитки я вязала из пряжи Alizella на Gold Classic. Метраж в 100 граммах 240 метров. Вязала спицами 3,5 миллиметра. Если вам понравилась данная модель слитков, предлагаю ее связать вместе со мной. Берем пряжу, спицы, понадобится еще нам крючок, иголочка для сшивания и приступаем к вязанию вместе со мной. Кончик ниточки оставляем подлиннее, мы далее этим кончиком будем сшивать нашу деталь фиолетового цвета. И далее набираем 20 петель, набираю на 2 спицы, чтобы край был более эластичен. Первый ряд я вяжу без каких-либо прибавок. Первую кромочную петлю я снимаю, далее все петли я вяжу лицевыми. Последняя кромочная петля на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами провязали, и это была наша изнаночная сторона. Переворачиваем наше вязание на лицевую сторону, и со второго ряда мы начнем прибавлять петли. В каждом лицевом ряду мы с вами будем прибавлять по 2 петли. Сразу после первой кромочной петли и перед последней кромочной петлей. Первую кромочную петлю я снимаю, не провязывая. Далее делаю накид и вяжу все петли лицевыми до второй кромочной петли. Мы с вами довязали до второй кромочной петли последней, делаем накид, и кромочная вяжется изнаночной петлей. Далее мы приступаем ко второму изнаночному ряду. Смотрите, второй и все последующие изнаночные ряды вяжутся без каких-либо прибавок. Первая кромочная петля снимается, не провязывая, и дальше у нас идет накид. Накид вяжем как лицевая скрещенная за короткую стеночку. Далее все петли вяжем лицевыми до второго накида. Вот у нас идет второй накид. Я вяжу его за заднюю короткую стеночку лицевой скрещенной петлей. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Давайте еще раз повторим. Лицевой наш ряд идет. Первая кромочная петля снимается, далее мы делаем накид и все петли вяжем лицевыми до кромочной последней петли. Мы довязали до последней кромочной петли, перед кромочной мы делаем накид и кромочную вяжем изнаночной петлей.
Изнаночные ряды мы вяжем без каких-либо прибавок. Кромочную петлю я снимаю, накид провязываю как лицевая скрещенная за короткую заднюю стеночку и далее вяжу все петли лицевыми до второго накида. У нас идет второй накид, далее вяжу его за заднюю короткую стеночку лицевой скрещенной и кромочную петлю вяжу изнаночной. Таким же образом мы с вами вяжем далее. В каждом лицевом ряду мы с вами 2 петли будем прибавлять. В изнаночных рядах накида провязывать лицевой скрещенный до тех пор, пока мы не вывяжем нужные нам сантиметры. Вывяжите на такое количество сантиметров, которые вы рассчитали в самом начале. Смотрите, на чулочных спицах неудобно будет вязать, надо будет переходить на круговые налезки, либо на спицы подлиннее. Встретимся, когда вывяжем всю фиолетовую часть. Я связала мою деталь, и мне осталось еще сделать один ряд прибавок с лицевой стороны и провязать изнаночную сторону, но последний ряд я буду вязать ниточкой белого цвета. Фиолетовую ниточку можно обрезать, она нам больше не нужна. С этой стороны наборный у нас длинный кончик, мы им будем сшивать, а этот кончик мы сразу будем прятать. Прячем любым удобным для вас способом самостоятельно. Берем ниточку белого цвета и сейчас будем вязать 2 ряда ниткой белого цвета. Кромочная первая петля будет не сниматься, а провязываться лицевой, так как у нас смена цвета. Далее мы делаем накид и далее мы вяжем все петли лицевыми до последней кромочной петли. Мы с вами довязали до последней кромочной петли, делаем накид, последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и изнаночный ряд мы будем вязать так, как мы вязали все наше полотно. Кромочную первую петлю я снимаю, далее накид я провязываю лицевой скрещенный за заднюю нижнюю стеночку короткую и далее все петли вяжу лицевыми. В конце накид также я вяжу лицевой скрещенный за короткую стеночку и кромочная последняя петля вяжется изнаночной. Ну вот, я провязала белой ниточкой 2 ряда, один лицевой ряд, второй изнаночный. У меня сейчас на спицах 64 петли. Давайте померим, сходятся ли наши размеры с теми, которые мы рассчитали в самом начале. Наш размер должен сходиться от одного угла до серединки вот этой части. Должно у нас получиться 21 сантиметр. Вот у меня моя заготовочка получилась от середины вот этой вот части до самого угла 21 сантиметр. У вас это должно быть свое число. Высота моей заготовки 12 сантиметров. Ширина 36 сантиметров. После того, как мы связали с вами белую полосу, берем ниточку розового цвета и далее будем вязать только ниточкой розового цвета. Первая кромочная петля провязывается лицевой, так как у нас идет смена цвета. И далее все петли вяжем лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Довязываем этот ряд до конца, и второй изнаночный ряд мы вяжем также розовой ниточкой все петли лицевыми, без каких-либо прибавок и убавок. Встретимся, когда провяжем розовой ниточкой 2 ряда, один лицевой, один изнаночный. После того, как мы розовой ниточкой вывязали 2 ряда, мы петли, которые сейчас на спице у нас, делим пополам на 2 равные части. У меня это 64 петли. Если поделить на 2 равные части, получится каждая часть у меня будет по 32 петли. Посерединке я повесила маркер. И сейчас я вот возьму чулочную мою спицу 3,5 и буду вязать мои 32 петли.
Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее нам надо сделать убавление с наклоном влево. Первую петлю я снимаю, не провязывая, вторую провязываю лицевой, и теперь первую петлю набрасываю на вторую. Мы с вами сделали убавление с наклоном влево. Далее вяжу петли лицевыми, не довязывая до маркера 3 петли. У нас с вами до маркера осталось 3 петли. Первую и вторую петлю я провязываю вместе одной лицевой с наклоном вправо. И последняя петля вот перед маркером у нас будет идти кромочная. Мы ее вяжем изнаночной. Маркер нам больше не нужен, мы его можем отложить. И далее у нас одни петли находятся на чулочной спице, вторая часть петель у меня находится на круговых спицах. Я их переношу просто на леску. Их мы пока что не будем вязать. Далее переворачиваем вязание и вяжем второй ряд. Первая кромочная петля у нас снимается, и далее я вяжу все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Итак, мы с вами вяжем все изнаночные ряды. И далее у нас идет лицевой ряд. Мы в лицевом ряду также будем убавлять с 2 петли. Одну петлю убавляем в начале, после кромочной сразу. Вторую петлю убавляем в конце, перед последней кромочной. Первую петлю я снимаю. Вторую петлю также снимаю, рабочая ниточка за работой, третью провязываю лицевой, и теперь вторую петлю набрасываю на третью. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли. У меня осталось на левой спице 3 петли, я первую и вторую петлю провязываю вместе одной лицевой петлей, последняя кромочная вяжется изнаночной петлей. Переворачиваем вязание, у нас это изнаночный ряд, мы вяжем все петли лицевыми. Последняя кромочная петля вяжется изнаночной. Итак, я вяжу данные вот эти вот петли на чулочной спице. Вяжем до тех пор, пока у нас на спице не получится 6 петель. В лицевых рядах мы с вами будем убавлять по 2 петли, одну в начале, вторую в конце. Изнаночные ряды мы с вами будем вязать без убавления, просто лицевыми петлями. Встретимся, когда у нас на спице получится 6 петель. Вот эти вот петли, которые у нас вторая часть, мы их не трогаем пока что. Ну вот, я связала до тех пор, пока у меня на спице не получилось 6 петель. Давайте далее мы с вами провяжем вместе. Первая кромочная петля снимается, не провязывая. Далее петля снимается, рабочая ниточка за работой. Вторая провязывается лицевой. И теперь петля снятая накидывается на провязанную. Следующие 2 петли мы с вами убавляем с наклоном вправо. Просто провязываем 2 вместе петли за правые верхние стеночки одной лицевой петлей. Последняя петля кромочная вяжется изнаночной. У нас сейчас на спице находится 4 петли. Вяжем изнаночный ряд. Кромочную петлю мы снимаем, вяжем 2 лицевые петли. И кромочная вяжется также изнаночной. Лицевой ряд. Первую петлю мы снимаем, не провязывая. Далее вяжем 2 петли вместе одной лицевой петлей. И последняя кромочная также вяжется изнаночной петлей. Изнаночный 4-й ряд, кромочную снимаем, 1 лицевая. И последняя также кромочная. И сейчас у нас на спице 3 петли. Мы данные 3 петли провязываем вместе. Первую петлю снимаем, следующие 2 петли провязываем вместе. И теперь первую петлю набрасываем на следующую. У нас сейчас на спице находится 1 петля. Вытягиваем петлю побольше. Ниточку нашу обрезаем. И теперь кончик продеваем в петлю. Закрепляем петлю и далее просто кончик будем прятать самостоятельно по изнаночной стороне. У нас связалось с вами 1 треугольник. Таким же образом нам надо связать с этой стороны точно такой же треугольник. Берем ниточку также розового цвета. У нас вот идет лицевая сторона. Прикладываем ниточку. Первая кромочная петля провязывается лицевой. Далее 2 петли нам надо сделать убавление с наклоном влево. Первую петлю снимаю, не провязывая, следующую провязываю лицевой и вторую петлю набрасываю на третью. Мы с вами сделали убавление с наклоном влево. Далее вяжу все петли лицевыми, не довязывая до конца ряда 3 петли.
У нас с вами осталось 3 петли на левой спице. Мы провязываем первую и вторую петлю вместе одной лицевой за верхние правые стеночки. И последняя петля кромочная на протяжении всего вязания вяжется изнаночной петлей. Мы с вами провязали первый ряд. Второй изнаночный ряд, так же как в этом треугольнике, мы будем вязать все петли лицевыми. Первую кромочную петлю только будем снимать, последнюю кромочную провязываем изнаночной. И у нас с этого края должен получиться точно такой же треугольник. Получается фиолетовая деталь и 2 розовых треугольника. Итак, мы вяжем полностью весь треугольник. Встретимся, когда у нас будет провязано 2 треугольника, один и точно такой же второй треугольник. Я вывязала мою деталь, получается 1 треугольник розовым цветом, и такой же самый я связала второй треугольник розовым цветом. Если в сантиметрах, розовый мой треугольничек высотой получился 8,5 сантиметров. Самая главная величина, когда вот вы сложите ваш следочек, от края до серединки у вас должна получиться ваша стопа. Минус 15% на растяжение. У меня это 21 сантиметр. После того, как мы с вами связали всю деталь, нам осталось ее сшить, сделать такую вот красивую обвязку, и следок наш готов. Теперь нам осталось сшить наш следок. У нас лицевая сторона будет сверху, изнанка внутри. Кончик у нас находится вот здесь, а нам надо его протянуть через кромочные петли вот сюда. Вот я протянула мой кончик, и теперь мы будем сшивать вот этот шов фиолетовой ниточкой. Эту вот сторону коротенькую мы сошьем. Вот кромочная косичка у нас идет за крайние дужки кромочной косички. С одной стороны, с другой стороны. За одну дужку петли. С одной стороны, за одну дужку петли. И так же само с другой стороны. Итак, мы сшиваем вот этот шов. Мы с вами сшили вот один шовчик. Вот таким вот образом у вас должно будет получиться. Теперь нам надо сшить вот этот шов длинный. Сшивать мы его будем не за кромочную косичку, а сразу за кромочной косичкой вот идут дужки от платочной дорожки. Вводим иголочку с одной стороны и так же само с другой стороны. С одной стороны, с другой стороны. Смотрим, чтобы шов наш получился равномерный. Вот таким вот образом сшиваем наш следок до конца фиолетового цвета самостоятельно. Вот я сшила мой шов фиолетовой ниточкой. После того вот так подтянем у нас ниточка, чтобы разровнялась и ничего не стягивала наш следок. После того, как мы сшили фиолетовый шов, ниточку закрепляем на изнаночной стороне, обрезаем. Далее мы с вами будем сшивать ниточкой розового цвета. Вот этот вот шов. Берем иголочку с ниткой розового цвета, продеваем вот сюда, где мы закончили сшивать фиолетовой ниточкой. Кончик потом спрячем, ничего не завязываем. И продолжаем сшивать таким же образом вот этот шов. За кромочной косичкой вот идут петли от платочной дорожки в одну сторону и в беленькую в другую сторону. Дальше вот в одну сторону, снизу вверх, другую. Вот таким вот образом мы с вами сшиваем до самого конца. И здесь мы с вами закрепим ниточку по изнаночной стороне, обрежем и все спрячем. Встретимся, когда сошьем полностью весь шов.
После того, как мы сшили наш следок, вот такой вот результат у нас с вами получился. Мы сейчас с вами сделаем обвязку. И получится вот таких вот два красивых следка. Крючок берем 3-3,5 миллиметра. И буду обвязку я делать белой ниточкой. Начинаю вот с серединки. И теперь вводим крючок в каждую кромочную петлю. И вяжем столбиками без накидов. Вторая петля у меня на крючке и соединяем их. Петля и соединяем. Обвязка делается очень просто. В каждую кромочную петлю вводим крючок и потом 2 петли соединяем. Вот у нас 2 петли, соединяем. Столбики получаются без накида. Итак, мы с вами обвязываем полностью по кругу до конца. Я довязала круг до конца. Теперь таким же образом вводим крючок, только в белые ниточки у нас кромочные получаются, и обвязываем второй круг столбиками без накидов. После того, как мы с вами закончим второй круг обвязки, мы ниточку закрепим и кончик спрячем на изнаночную сторону. Встретимся, когда закончим второй круг обвязки. После того, как мы с вами закончили вязать обвязку, спрятали все кончики, у нас с вами получились вот такие вот чудесные красивые тапочки, следки. Если вам понравился данный мастер-класс, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.